Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктория Андерсон, я основатель школы осознанного питания Nordic Balance, женский коуч, специалист по позитивной психологии и диетолог. Друзья, сегодня я хочу с вами затронуть такую очень интересную тему – гарниры, каши, картошки, макарошки при похудении. Очень много вопросов возникает на эту тему, поэтому я решила записать это видео сегодня для вас. Пожалуйста, досмотрите его до конца, лайкните, я много полезного в нем скажу. Итак, гарнир. Слово гарнир произошло от французского языка, и в переводе это означает украшение. То есть раньше, в древние времена, во французском дворе всегда подавались какая-то дичь, птица, экзотические блюда на какую-то трапезу, и, соответственно, вся эта дичь украшалась, ну, к примеру, букетиком цветущей картофеля, да, или же еще какой-то прелестью, какими-то цветами и так далее. Но после того, как блюдо подавалось на стол, все эти украшения выбрасывались. Но с течением времени слово гарнир приобрело совершенно другое значение, и мы начали на гарнир употреблять картофель, макароны, различные каши, крупы, рис. И, естественно, из-за того, что мы едим эти гарниры, мы насыщаемся гораздо быстрее. И, конечно же, это выгодно, потому как продукт или блюдо само, оно удешевляется за счет вот этих самых гарниров. Себестоимость снижается этого блюда. Чем же каши полезны или вредны при похудении? Ну, каш, конечно, множество имеется у нас в рационе, и я считаю, самая полезная каша – это наша гречневая каша. Но когда мы на стадии коррекции веса, я всегда прошу вас какое-то время отложить все эти каши в сторону и их не употреблять в нашем рационе. Почему? Все очень просто. В основном все каши на 80% содержат в себе крахмал. Этот крахмал, который преобладает в этих кашах, он нашим организмом преобразуется в сахар, и это ведет к ожирению, к диабету и так далее. То есть если вы употребляете эти полезные свои любимые каши, опять же, когда вы не худеете, да, то всегда нужно отдавать должное внимание тому, какое количество вы потребляете этой каши. И для того, чтобы вы взяли из этих каш все необходимые полезные компоненты, и ваш организм смог переработать эту кашу вовремя. То есть можете это есть кашку гречневую, но до обеда. Почему я об этом говорю? Потому как эти углеводы, которые всегда содержатся в наших кашах, в картофеле, в рисе, они очень быстро поднимают уровень сахара в крови. То есть получается быстро, и он держится долго, этот уровень сахара в крови. Соответственно, поднимается инсулин, у вас появляется какая-то усталость, сонливость, и вы опять захотите в скором времени что-то съесть, потому как будет всплеск инсулина, а вот эта вот кривая постоянно инсулиновая, она ведет прежде всего к инсулинорезистентности и также к диабету. Да. Поэтому я всегда всех призываю кушать 3 раза в день и с перекусами, чтобы выровнять вот эту инсулиновую кривую, и у вас не было таких вот постоянных каких-то всплесков. Давайте разберемся, как мы обычно питаемся. Например, на завтрак вы съели овсяную кашу, на обед вы съели гречневую кашу с котлетами, на ужин вы съели, к примеру, жареную картошечку с лучком, на сальце и сосиску или какой-нибудь кусочек мяса. Ну, в перерывах вы, соответственно, кушаете какие-то печенюшки. И что у нас получается? Если мы посмотрим на этот рацион, который я сейчас привела в пример, да, то у вас получается, он состоит из где-то 60% быстрых углеводов, где-то может быть 25% жиров, и остаток приходится где-то 15% на белки. И когда вы таким образом питаетесь, то у нас получается такая некая цикличность, как голод, хочу есть,
ем углеводы, получается переизбыток углеводов, потом вы видите этот вброс инсулина, и инсулин не успевает перерабатываться, и все идет в наше жировое депо, и мы начинаем набирать вес. Поэтому я всегда вас призываю и прошу питаться гармонично, и ваш рацион должен быть сбалансированный. Как это сделать? Мы все знаем, что рацион состоит из белков, жиров и углеводов. Но если у нас будет переизбыток углеводов, помните всегда, и малая активность при этом, обязательно все углеводы попадают в жировую клетку, и мы начинаем набирать вес. Поэтому постарайтесь как-то сделать или составить свой рацион, к примеру, большинство процентного соотношения должно приходиться на жиры, к примеру, это будет 55% жира, да? Потом вторая часть это будут белки, и по возможности снизить углеводы до 20%, к примеру. Опять же, мы в Nordic Balance никогда не считаем ни калории, ни жиры, ни белки, да? Ни углеводы. Но хотя бы так вот на глазок вы должны понимать, что все необходимое, самые важные витамины, минералы и так далее, которые питают нашу клетку, наш организм, они как бы идут с аминокислот, жиров, из белка, и немного углеводов обязательно вы все равно по-любому получите, если вы дополните свое блюдо основное, к примеру, белок, тот же рыба или мясо или птица, дополните к этому блюду какие-нибудь фрукты или овощи. Вот эта комбинация будет совершенно великолепна, потому что клетчатка, которая находится во всех овощах, она питает нашу кишечную флору, она снабжает наше тело как бы топливом и помогает регулировать сахар в крови. И помните, что когда вы так питаетесь, вы получаете все необходимые живые витамины, которые вы берете из всех самых перечисленных продуктов, из овощей, из фруктов. И вы знаете, еще хочу сказать, что мы должны всегда прислушиваться к своему организму. Это то, чему я учу в своей школе Nordic Balance, да? Потому что организм это самый главный знаток ваше отражение в зеркале и является вашим экспертом по жизни. Так что слушайте свой организм, прислушивайтесь и питайтесь именно по тому, как я вам сейчас советую. Потому что если вы хотите прожить долго, быть здоровым, иметь хорошую, качественную жизнь, полную энергии, вы должны оглядываться как бы немного назад на то, вспомните, как питались люди, первобытные люди, да. То есть вот к этой эволюции мы должны прислушиваться, присматриваться. Это были те же самые жиры, это были белки в виде птицы, рыбы, мяса, яиц. И это было очень и очень много клетчатки, которую человек получал именно из овощей, из фруктов. Так что, друзья, если вы будете сбалансированно питаться, как я сейчас вам сказала, пока без каш, пока вы на стадии как бы снижения веса, и будете еще при этом гулять хотя бы 1 час в день, поверьте мне, ваша жизнь преобразуется, вы будете лучше выглядеть, ваша кожа станет более подтянутой, волосы станут лучше, ваши ногти будут крепче, и настроение будет гораздо лучше. Так что, друзья, вот такая у нас сегодня маленькая тема была, которую я попыталась побыстрее осветить. Пожалуйста, лайкайте моему видео, задавайте вопросы, поддерживайте меня, я очень нуждаюсь в вашей поддержке. И, друзья, спасибо за то, что были со мной сегодня. Ну, а как всегда, я хочу закончить свою речь тем, что мы едим для того, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. С вами была любящая вас Виктория. Всех вам благ и до новых встреч. Пока!